Добрый день, друзья! Сегодня готовим безумно вкусный тирамису с клубникой. Для его приготовления нужны 3 желтка. Желтки мы пастеризуем на водяной бане с 1/3 частью сахарной пудры. Помешивая, доводим желтки до горячего состояния. По времени это занимает буквально минуты 2-3. Если вас не смущают сырые яйца в десерте, то этот пункт можно пропустить. Прогретые желтки с сахарной пудрой отставляем в сторону и даем им время полностью остыть. А пока займемся приготовлением клубничной начинки. Всего нам нужно 400 грамм клубники. Удаляем плодоножку и крупную ягоду нарезаем на более мелкие кусочки. Пересыпаем клубнику в кастрюлю, добавляем 2 столовые ложки сахара и по желанию алкоголь. Я использую светлый ром. Добавляю его 30 мл. На умеренном огне доводим клубнику до горячего состояния, но не кипятим. Как только она пустила сок, выключаем плиту. Теперь ягоды откидываем на сито. Сок мы будем использовать для пропитки бисквитного печенья, а саму клубнику для начинки. И ягодам, и сиропу даем время полностью остыть. Так как десерт мы будем собирать в виде торта, в крем нужен обязательно желатин. На 8 грамм желатина берем 48 мл холодной воды, перемешиваем и оставляем набухнуть. Если будете делать тирамису порционно в креманках, то желатин не добавляйте. Торт собираем в кольце, и чтобы он красиво выглядел и был более устойчивым, обрезаем закругленный край печенья савоярди с одной стороны. Берем разъемную форму или кольцо диаметром 20 см и выкладываем по кругу печенье сахарной стороной наружу. Кольцо устанавливаем на подложку для торта или сервировочное блюдо. И на дно также кладем печенье. У нас не должно остаться пустот, поэтому используем и обрезанные кусочки. Основа для торта подготовлена, приступаем к приготовлению крема. 200 мл жирных сливок берите не менее 30%. Взбиваем с помощью миксера до пышных и мягких пиков. Я взбиваю сливки планетарным миксером, также можно взбить их и обычным ручным, просто времени займет это чуть больше. Пока взбитые сливки отставляем в сторону. Полностью остывшие желтки с сахарной пудрой тоже взбиваем до легкой пышности. Далее к желткам добавляем сливочный сыр маскарпоне, его нужно 500 грамм. Я в своих десертах всегда использую либо сыр Банфеста, либо Гальбани. Сыр этих фирм нежный, плотный и на дне банки без жидкости. Затем всыпаем оставшуюся сахарную пудру и сначала перемешиваем все ложкой, а затем продолжаем работать миксером. Соединяем все до однородного состояния. Теперь вливаем растопленный и полностью остывший желатин и быстро соединяем его со сливочной массой. Посмотрите, какая нежная получается текстура. Далее добавляем полученную массу к взбитым сливкам и лопаткой аккуратными движениями соединяем все до однородности. Миксер не используем, нам нужно сохранить воздушность и легкость крема. Крем получается средний по консистенции, в меру густой и очень нежный. Приступаем к сборке торта. Нижний слой печенья пропитываем остывшим клубничным сиропом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Далее у нас идет слой крема. Равномерно распределяем его по всему печенью. На крем выкладываем остывшую клубнику. Всю клубничную начинку делим ровно на 2 части. У нас будет 2 клубничных слоя. Затем снова кладем печенье савоярди и все слои повторяем.
Также на моем канале есть рецепт классического тирамису, нежного, пропитанного ароматным кофе и просто тающего во рту. Я делюсь всеми нюансами приготовления, все поэтапно и подробно показываю, поэтому у вас не возникнет никаких трудностей с его приготовлением, а результат вас точно порадует. Ссылку на классический вариант тирамису вы видите сейчас в верхнем углу своего экрана. Тирамису с клубникой собран, выравниваем верхний слой крема, накрываем пищевой пленкой и убираем торт в холодильник на несколько часов, чтобы он схватился. Я оставляю его на ночь. Ну а утром приступаем к его украшению. В качестве декора я использую свежую клубнику и листочки мяты. Снимаем пленку, убираем разъемное кольцо. И по желанию обвязываем торт красивой лентой, завязываем бантик и украшаем. Крупную ягоду разрезаем пополам, выкладываем ее по кругу. А затем и центр торта полностью заполняем клубникой. В нескольких местах вставляем листочки свежей мяты. И я еще решила дополнить декор воздушным рисом, покрытым серебряным кондурином. Тирамису получается безумно красивый и эффектный, а еще он очень нежный и с ярким вкусом и ароматом клубники. Пробуйте приготовить сами, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Ставьте пальчики вверх, если понравился рецепт, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на мой канал. А теперь давайте посмотрим торт в разрезе. Я думаю, вы со мной согласитесь, что торт не только внешне красив, но и внутри выглядит шикарно. Посмотрите, какие слои клубники, печенья и нежного сливочного крема. Обязательно пробуйте приготовить. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».